Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила фаршированную айвой курицу, а если точнее, запекла курицу с айвой. Курица с айвой по этому рецепту готовится просто, по времени тратится совсем ничего. Продукты самые обычные, которые имеются в каждом доме, где маломальски любят готовить, а на выходе получается восхитительное блюдо. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом неимоверно вкусного блюда курицы, фаршированной айвой, вместе. Итак, в первую очередь промариную курицу. У нас в Азербайджане это называется бастырма. Изнутри курицу просто посолю и поперчу. Из пряностей только красный и черный перец. Больше ничего я не добавляю и вам не советую, так как начинка вдоволь ароматная и душистая, а вот снаружи наоборот. Для маринада я использую сметанный соус, а в сметанный соус добавляю немного соли и целый букет пряностей. Рецепт сметанного соуса есть на моем канале. Внизу под видео оставлю ссылочку на его видеорецепт. Но если вы не захотите возиться приготовлением сметанного соуса, хотя на его приготовление уходят буквально считанные минуты, сметанный соус можно заменить майонезом. Маринад готов. Можно промариновать курицу. Я в перчатках и поэтому обмазываю курицу руками. На мой взгляд, так надежнее. Но при желании, конечно, можно воспользоваться кисточкой. Также я делаю надрезы в бедрах, в грудинке, в тех частях, где побольше мяса, скажем так. И на курице получаются своеобразные кармашки. Так вот, эти кармашки тоже обрабатываю маринадом, чтобы курица хорошенечко пропиталась вот этими ароматами. И все. Пока оставлю курицу в сторонке и займусь начинкой. Полукольцами нарезаю один большой лук. Чуть-чуть солю его, и отчего лук становится вялым, благодаря чему он отлично прожарится. В горячую сковородку наливаю немного оливкового масла, туда же отправляю топленое масло. Затем насыпаю сюда весь лук и жарю его до прозрачности. А пока жарится лук, я подготовлю айву. Я, естественно, айву предварительно помыла, просушила и теперь нарезаю ее на крупные кубики. При желании у айвы можно снять кожуру. Я, как правило, этого не делаю и не потому что лень, а потому что не вижу в этом необходимости. Поверьте, в этом абсолютно нет никакой необходимости. А вот семенные коробочки полностью надо удалять. Я так и делаю. К этому моменту лук дошел до прозрачного состояния, не стоит обжаривать его даже до бледно-золотистого цвета. Нарезанную на крупные кусочки айву отправляю к луку и обжариваю их вместе на огне чуть ниже среднего. Вот теперь лук обжарится до бледно-золотистого цвета, но уже вместе с айвой и пропитается его волшебным ароматом. А я тем временем достану каштаны с морозильника и очищу гранат. Но при желании этот шаг можно пропустить. Все, начинка, можно сказать, готова. Убираю начинку с плиты, даю начинке немного остыть и отправляю в сковородку с начинкой каштаны и зерна граната. Зерна граната я добавляю в начинку для баланса вкуса. Гранат сбалансирует, приглушит сладковатость айвы и каштана, придаст начинке легкую кислинку. Зерна граната можно заменить барбарисом или клюквой, а каштан можно заменить грецкими орехами. Но еще раз повторю, что при желании этот шаг можете пропустить.
Также добавляю в начинку немного черного молотого перца и немного корицы. Корица отлично сочетается с айвой и каштанами. Я бы даже сказала, немного усиливает их вкус и аромат. А перец это чисто уже для остроты и пикантности. Больше ничего добавлять не буду. В этом нет необходимости. Курица промариновалась. Начинка тоже готова. Можно начинять курицу. На этом этапе можно и даже нужно включить духовку. Заполняю курицу начинкой, чуть-чуть придавливаю начинку. Во-первых, чтобы ее больше уместилось в курицу. Во-вторых, чтобы она не рассыпалась, но без фанатизма. Затем можно прищемить, зашить курицу зубочисткой. Можно оставить ее как есть. Я, как правило, так и делаю, даже если готовлю это блюдо для застолья. А вы уже смотрите сами. Испечь курицу можно, завернув ее фольгой, или можно испечь в рукаве. Я же буду печь курицу в жаропрочной утятнице. На дно утятницы застилаю немного начинки, что сыграет роль подушки для курицы. На нее кладу курицу, закрываю крышку утятницы и отправляю начиненную айвой курицу в заранее разогретую до 200 градусов духовку на час. Через час достаю курицу из духовки, снимаю крышку от утятницы и вновь отправляю курицу в духовку. Через 10 минут выключаю плиту, но курицу не достаю из духовки. Курица остается в духовке еще на 10 минут и режим оставляю тот же. Вы же ориентируйтесь на свою духовку. Все, достаю курицу из духовки и вуаля! Изысканное блюдо курица, фаршированная айвой, готово. Как вы видите, курочка не подгорела. Она имеет легкий румяный оттенок, но при этом курица уже полностью готова. И, что немаловажно, она осталась сочной. Это я к тому, что здесь очень важно учесть режим выпечки. Друзья, обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких. Курица, фаршированная айвой, смело может украсить как семейный ужин, так и любой праздничный стол. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения и побольше приятных поводов для застолья. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях, ведь я и рада, всегда вам рада.